Если вы смотрите наш канал продолжительное время, то, должно быть, знаете, что помимо полноразмерных микрофонных предусилителей существуют и миниатюрные модели, которым для питания достаточно всего 48 вольт, пущенных по XLR проводу. У AC Electronics есть такая модельчика, это Dynamit DM1, мы уже делали обзор на эту самую штучку, и не так давно вышло дополнение, это DM2, озаглавленная уже как TNT. Штучка очень похожая, но с более широким функционалом, и в этом ролике я предлагаю вам разобраться в ней подробнее, послушать с примерами, как мы это всегда делаем, ну и, естественно, поговорить о том, где и как вот такие вещи можно использовать. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим о про-аудио. Чтобы понять, для чего все-таки нужны сегодняшние предусилители, давайте вспомним о важном отличии динамических микрофонов, это катушечные и ленточные модели, от их конденсаторных собратьев. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, все-таки у нас есть отдельный цикл роликов про все виды микрофонов, как они работают, как они устроены и какие они в принципе бывают. Важная электроакустическая особенность динамических приемников заключается в том, что на выходе вы получаете намного меньший уровень по звуку, по сигналу, который вы получаете с конденсаторных микрофонов. Именно поэтому динамическим микрофонам зачастую требуется больше усиления, чем конденсаторным. Сегодня, например, я как раз-таки пользуюсь динамическим микрофоном. Такие модели очень часто называют дикторскими микрофонами, потому что они созданы для работы с человеческим голосом. Подаю усиление с нашего студийного аудиоинтерфейса в размере 55 дБ, и сказать по правде, этого усиления маловато. Я бы, наверное, даже подал 60 или 65, если бы у меня был компрессор, который бы сжимал весь звук, но так как я не хочу ничего перегрузить, хочу, чтобы у меня был какой-то запасик, потому что я понимаю, что в дальнейшем при обработке я смогу сделать этот звук погромче. У нас сейчас не стрим, не прямой эфир, где нужно все и сразу. Я оставляю этот самый запас. Да, учитывайте, что многие аудиоинтерфейсы дают и 55, и 60 дБ. Это касается и звуковых карт, это касается и микшерных пультов, но учтите один очень важный фактор. Если максимальное усиление у вас 60 дБ, и вы выкручиваете эти самые 60 дБ, то и уровень технического шума у вас также будет максимален. Именно поэтому такие устройства будут в помощь. Весь сегодняшний звук нам будет помогать записывать наша студийная звуковая карта Studio Capture от Roland. Но что делать, если у вас вдруг не случилось такой карты? Или, допустим, подобный микрофон вы захотели, надо так, вы захотели подключить напрямую в рекордер. Вот именно здесь, опять же, нам и будут в помощь сегодняшние устройства. Это небольшие микрофонные предусилители, миниатюрные, совсем маленькие, как вы можете сами видеть. И они имеют фиксированное усиление, запитываясь от того самого фантомного питания, которое мы подаем по XLR проводу. На DM1, давайте вспомним, у нас фиксированное усиление в 28 дБ. На DM2 уже поинтереснее, у нас есть два выбора, два режима. Первое усиление умеренное, это 15 дБ, и второе усиление, как его называет производитель, взрывное. Поняли, да? Взрывное. Так вот, это 30 дБ, то есть на 2 дБ побольше, чем на DM1. Еще одно отличие синенького DM2 от красненького DM1 является сменное сопротивление. Да, это еще один достаточно интересный способ изменить характер звучания вашего микрофона и его громкость, если уж мы говорим более подробно на эту тему. Просто повернув ручку, которая установлена на корпусе. Это достаточно интересно, вот этот подбор необходимого сопротивления для того или иного микрофона. Это относится, наверное, в большей степени к каким-то ленточным приемникам, но с динамическим микрофоном, с катушечным это тоже себя раскроет достаточно интересно, и мы обязательно все это послушаем, но перед этим я предлагаю вам небольшую вводную о наших тестах. Что и как мы будем делать? Первым делом я предлагаю вам насладиться референсным звуком, потому что до этого весь ролик писался, как вы можете сейчас наблюдать, напрямую в карту. То есть с карты у нас идет XLR провод, он втыкается в микрофон, вот и весь наш звук с усилением в 55
25 дБ. Далее, когда мы будем подключать одну из этих шашечек, мы будем менять усиление. Мы будем подавать фантом, и с карты у меня пойдет 25 дБ. То есть я примерно уравниваю все так, чтобы на выходе на тестах с DM-ами мы получали все те же самые 55 дБ, плюс-минус. Для чего я это делаю? Я это делаю для большей наглядности, потому что с таким уровнем мы сможем сразу же своими ушками услышать изменения по части технических шумов, а это один из самых важных факторов для нашего тестирования. Послушаем все с тишиной еще. То есть я поговорю в какой-то части вы будете слушать тишину. Опять же, там гейны, усиление по входу у нас будет соизмеримое. Плюс, скорее всего, записанный сигнал будет достаточно тихий, поэтому на постпродакшн я его немножечко увеличу, чтобы вы слышали изменения в том же самом техническом шуме намного четче. Форм-фактор наших сегодняшних предусилителей позволяет воткнуть их напрямую в микрофон и уже с выхода преампа тянуть XLR-провод. Именно так мы и будем использовать наши сегодняшние устройства, потому что именно так их использовать и предлагает производитель, заверяя нас, что это наилучший вариант. Можно, конечно, протянуть вот между этим входом и этим выходом небольшой проводочек, но согласитесь, зачем это нужно делать, если все и так вроде как нормально. Это DM1, и вы слышите, как он звучит. С карточки сейчас у меня идет усиление в 25 дБ. Динамит, я напомню, штатно фиксированно дает еще усиление на 28 дБ. И примерно такой звук вы сможете нарулить. Суммарно это плюс-минус 55 дБ. Опять же, примерно. Тем временем к нам уже поступают вопросы от наших взволнованных телезрителей, и вопросы звучат примерно так. А можно ли вот эту штучку втыкать непосредственно в приемник? Микшерный пульт или звуковую карту? И да, конечно, можно поступить и так, но, опять же, наилучшего результата по тем же самым техническим шумам вы сможете достичь, воткнув шашечку напрямую в микрофон. Да, возможно, кто-то посчитает неэстетично, но, не знаю. А мне наоборот нравится, тем более, когда красный торчит. Так вот, именно так звучит TNT. Усиление мы подогнали в 55 дБ также, то есть 25 с карты. Сейчас отсюда идет 30. Подаем фантомное питание, потому что без него это бы все не работало. И сопротивление сейчас на среднем значении. Покрутим, послушаем, но перед этим я хочу вас предостеречь, что все переключения будут проводиться с помощью отвертки, причем отверточки маленькой. И мы тут прям подобрали одну отвертку для одной крутилки, вторую отвертку для другой крутилки, так что если вы будете что-то подобное приобретать, убедитесь, что у вас есть под рукой вот такие маленькие небольшие плоские отверточки. Я предлагаю сначала изменить усиление 30 дБ. Давайте переключимся на 15 и послушаем. Перешли на 15 дБ, я стал потише, это, в принципе, логично, потому что в половину мы уменьшили усиление с TNT. Вернемся обратно на 30, чтобы меня было получше слышно. Вернулись на 30, и теперь покрутим сопротивление. Сейчас оно где-то на серединочке. Давайте я сброшусь до 50, и от 50 уже по возрастающей пойдем с вами. Но мне понадобится другая отвертка для этого. На 50 сейчас выставлен предусилитель. Мой голос при этом звучит следующим образом. Переходим на отметку в 200. Итак, 200 Ом звучат уже иначе, следующим образом. Далее у нас идет 360. Переключаемся. 360 Ом звучат следующим образом. Идем дальше, и следом у нас 1500. Рисочка с подписью 1K5 звучит следующим образом. Далее уже 2K7. Так,
это значение звучит следующим образом. Примерно на этой отметке мы и начинали тестирование TNT. Пойдем дальше, и там уже 6К8. Это сопротивление звучит следующим образом. И если мы переходим на следующую отметку, то это уже 100 тысяч. Давайте смотреть и слушать. 100 тысяч у нас звучат уже так, и осталась последняя рисочка, это 10 мегаом. Переключаемся. Вот так звучит десятка, и я думаю, будет интересно именно на десятке сброситься до 15 дБ и послушать. Перешли в усиление на 15 дБ и слушаем 10 мегаом. Наш микрофон снова подключен к аудиоинтерфейсу напрямую с помощью провода. Усиление 55 дБ. И это референсный звук, с которым мы и будем сопоставлять DM1 и DM2. Естественно, после того, как послушаем еще тишину на подобной конфигурации, будет монтаж, такая склейка, где все тесты у нас пойдут в стык. Послушайте и постарайтесь уловить разницу. Напрямую в карту. SE-DM1. SE-DM2. Напрямую в карту. SE-DM1. SE-DM2. Подобные штучки являются полезным решением, если речь идет о достаточно требовательных к усилению микрофонах. Раньше они использовались в основном с ленточными микрофонами, теперь все чаще и чаще можно у всяких стримеров увидеть что-то подобное, и это действительно здорово. Особенно, когда речь идет, опять же, о прямых трансляциях, о тех ситуациях, в общем, когда у вас нету возможности в дальнейшем как-то в программе усилить звук, отредактировать его, почистить. Вот, у вас есть готовое решение, и вы сразу же в тот же самый прямой эфир пускаете звук с нужным уровнем. И это достаточно удобно. Опять же, если говорить по отличиям, в DM2 у нас добавилось два регулятора. Можно изменять усиление, можно изменять сопротивление устройства. Ну и, естественно, такие вещи можно использовать как дома, так и на живых мероприятиях. Допустим, у вас достаточно требовательный к усилению микрофон на концерте, и вы просто не уверены в микшерном пульте, который стоит в зале. Просто берете с собой эту штучку, просите звукорежиссера подать фантомное питание и пользуйтесь в свое удовольствие. Опять же, если говорить о конструкции, то и там мы имеем бестрансформаторную схемотехнику и полевые транзисторы, что положительно сказывается на конечном результате, который мы с вами слышим. Теперь к результатам. И вот это самая интересная часть, потому что судить наши тесты я предлагаю непосредственно вам в комментариях. Что я от вас хотел бы в комментариях услышать, что хотел бы прочитать. Ну, наверное, небольшой анализ того звука, который вы услышали. Если вы сопоставите звук DM1 и DM2 с нашим референсным сигналом и распишите в нескольких предложениях, что именно вы услышали и что вам понравилось больше всего, я буду просто безмерно рад. Опять же, учитывайте, что у DM2 мы меняли сопротивление, и мне тоже будет интересно узнать, ну, допустим, на какой отметочке, на каком именно значении вот этот микрофон вам показался звучащим интереснее всего. Напишите в комментариях.
Это был канал «Давай запишем». Я напоминаю, что здесь мы с вами говорим про аудио. Ставьте лайк, если ролик пришелся по душе, не забудьте про комментарии и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что помимо подобных обзорных роликов здесь выходит много интересных материалов, касающихся про аудио, всякие обучалки, так что следите за обновлениями. Я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Опять же, если говорить об отличиях, в DM2 у нас добавились крутилочки, мы можем изменять усиление, мы можем измерять. Почему измерять? Изменять. Сюда же. Опять же, если говорить об отличиях, в DM2 у нас добавилось два регулярно.